Следующим этапом покажу вам, как чистить и подготавливать циклы анимации, то есть циклическая анимация для игровых движков. Если вы будете в будущем работать над компьютерными играми, особенно AAA, то вам однозначно нужно уметь будет чистить анимацию, именно макап, и делать из этой анимации цикл. То есть вам будет даваться какой-то набор там движений, вы должны из этого движения сделать цикл. Значит, что такое цикл? Это когда у вас, ну, например, здесь сейчас заканчивается у нас 800 кадром, да, выставим здесь 750, да. И цикл это когда у нас анимация начинается и заканчивается одним и тем же кадром. Давайте вернемся, сделаем 550. То есть, если человек, допустим, идет, да, то у него, допустим, шаг вперед левой ногой, да, а задняя нога, вернее, правая нога сзади, то есть, допустим, анимация начинается вот отсюда, да, и заканчиваться она должна вот в такой же позе. Это называется цикл. Давайте теперь приступим к созданию цикла из этой анимации. Значит, первым делом нам нужно проиграть анимацию и приблизительно понять, в каком месте мы будем брать этот цикл. Давайте сразу же сделаем некоторые изменения с нашей анимацией. Давайте мы сделаем так, чтобы наш персонаж, он стоял на месте. Ну, чтобы он не шел вперед, да, а чтобы он стоял на месте. И, естественно, так, зачем я открыл аутлайнер? Естественно, перед тем, как мы это сделаем, давайте поймем, с какого по какого кадра мы будем делать цикл. То есть нам нужно взять идеальные кадры. Ну, как вариант, они должны быть максимально похожи. Очень важно, конечно же, с какой ноги он начинает идти. То есть вам об этом сообщит, например, программист анимации с правой или с левой. Ну, сейчас для нас это не важно, поэтому просто подберем ту позу, с которой мы будем начинать цикл. Ну вот, допустим, 710. Все, ставим здесь 710 кадр. И заканчиваться наш цикл будет вот похожим кадром 742. Вот, сразу подвину эту... Да, хотя двигать не надо, мы сейчас персонажа сделаем так, что он будет на месте ходить. Поэтому можем чуть-чуть буквально подвинуть, там, зафризить. Вот, теперь, значит, опять выделяем все контролсы. И сейчас цикла у нас, естественно, нет. Вот можете наблюдать, что он постоянно идет вперед. А нам нужно, чтобы он стоял на месте. То есть вперед его будет двигать игровой движок. Давайте создадим слой. Так как у нас, по сути, перемещение нашего персонажа, это вот тазовый контроллер, да, ноги, перемещают наши ноги вперед, и, соответственно, руки, да. Эти руки у нас тоже перемещают руки вперед. То есть, соответственно, мы должны все вот эти вот, ну не все, на самом деле, я добавил все контролы в новый слой, то есть я вообще выделил все-все-все и добавил, но это неправильно. На самом деле мы должны добавить в слой только те контроллеры, которые отвечают за перемещение именно всего персонажа. И полвектора тоже. Ну, чтобы не было никаких смещений. Вот, смотрите, я выделил все контролы, которые отвечают за перемещение, и могу теперь двигать всем персонажем. Все, теперь давайте... Значит, первым делом поставим Zero K. Ну, я просто нажимаю клавишу S. Это, в принципе, то же самое, если бы я поставил Zero K. Ну, вот, как здесь. Вот. И давайте прометнемся в самый конец анимации. 742. И здесь тоже поставим Zero Key. То есть вот у нас сейчас и там, да, Zero Key. Поэтому сейчас, конечно же, ничего не происходит. Но нам надо сделать так, чтобы он на месте ходил, то есть не шел вперед. Поэтому в последнем кадре мы его отодвигаем назад, примерно в том месте, где он находится в 710.
И вот таким образом, кликая то сюда, то туда, смотрим. Видите, немного еще не совпадает. Еще двигаем. Здесь у нас автокей работает. Вот, уже ближе к этому значению. Можно еще чуть-чуть назад, чтобы ноги. То есть нам, конечно же, важно ноги, а не тело, потому что тело, оно может в любом быть каком-то положении. Вот ноги очень важно. Вот приблизительно вот так. Значит, есть еще один некий момент, который сейчас мы поправим. Вот насколько вы можете видеть, он плавает. То есть он постоянно ходит то вперед, то назад. Почему это происходит? А потому что вот мы выделим, например, ногу, не ногу, а таз, да, и выделим кривую по оси Z. Происходит это потому, что у нас здесь тангенсы плавные, то есть он плавно разгоняется и плавно тормозит. Соответственно, здесь у нас тоже происходит так, что плавно разгоняется и плавно тормозит. Чтобы этого не происходило, выделим все наши кривые, нам нужно поменять тип тангенсов. Сделать его вот таким линейным. Ну, то есть, чтобы остренькие все эти были. И теперь вот мы можем видеть, что у нас персонаж уже не плавает, так как раньше, но он дергается. Дергается почему? Да потому что у нас не совпадают первый и последний кадр. Давайте теперь сделаем так, чтобы совпадал. Выделяем все контролсы. Ну, не все, а давайте вот так, чтобы лишнего не задеть. Так, да. И теперь просто копируем вот этот кадр 710 в 742, просто средней кнопкой мыши. Вот. Раз, и нажимаем ключ. Бывает, ключ не нажимается, надо viewport немножко подвигать, и тогда нажмется. Все, здесь теперь, естественно, ключи чуть-чуть поменялись. И у нас немножко получился цикл. Но я вам сейчас скажу, что таким образом мы немножко поломали анимацию. Почему? Потому что мы сделали, что цикл работает, первый и последний кадр одинаковый. Ну, правда, не совсем, тут видите. Тут просто не у всех Zero Key стояли. Давайте здесь все же поставим Zero Key для всех контроллеров. Вот я его поставил. И еще раз продублируем сюда. Вот, теперь не будет такой проблемы. Почему анимация неправильная? Ну, потому что у нас хоть и совпадает первый и последний кадр, да, но мы приходим с 710 в 742 с помощью интерполяции. То есть вот где-нибудь в 733, да, мы тоже чуть-чуть, но меняем анимацию. То есть у нас же поза не совпадает, значит, вот где-нибудь здесь это что-то среднее между нашим 710 кадром и 742. Поэтому нам нужно начать наши изменения в анимации приводить где-то здесь. Поэтому до этого места, конечно же, желательно, чтобы у нас был Zero Key. Но мы на данном этапе мы не можем этого добиться, поэтому давайте, наверное, мы отмотаем назад копирование в 742 и кое-что поправим. Так. Ну вот, уже мы, в принципе, близко. Сейчас еще раз поправим тангенсы. Вернемся к этому месту, где он дрыгается. И что мы сделаем? Мы поставим, то есть пока мы не будем делать цикл, пусть дрыгается, но мы вот где-то здесь, где-то в каком-то этом кадре поставим Zero Key. Ага, нет, тогда опять же у нас произойдет та же ситуация с тем, что у нас персонаж двигается вперед, поэтому Zero Key мы сейчас ставить не будем. Мы сделаем вот что. Мы сейчас оставим это дело все и замержим слои. Почему так именно происходит такая сложность? Потому что наш персонаж вообще, я позже расскажу, что такое root и что такое рутовый контроллер и рутовая кость. И наш персонаж просто он двигается вперед с помощью того таза, да, кистей рук, ног.
И по этой простой причине нам сейчас нужно будет дважды использовать слои. Мы сейчас смержим вот именно слой, где мы правили, чтобы он ходил на одном месте. Мы сейчас это все дело смержим, то есть он сейчас все просчитает. И уже именно вторым слоем мы уже будем делать именно сам цикл, чтобы не было никаких искажений. По-хорошему у нас должен быть под персонажем еще один контроллер, который просто всего персонажа двигает вперед-назад. И с ним тогда бы у нас было бы раздельное управление. У нас здесь мы бы чисто только отвечали там за какие-то вверх-вниз перемещения, поднятия, а нижний контроллер отвечал бы за перемещение по горизонтали. Вот, значит, давайте еще раз выделим все кривые и опять создадим анимационный слой. Опять поставим Zero Key здесь, Zero Key здесь. То есть сейчас у нас анимация такая же, как и была раньше. И вот теперь мы можем скопировать. Ну и, конечно же, поправить тангенсы. Вот. Вроде как все хорошо. Ну, как я уже сказал, у нас вот здесь в каком-то месте, хоть этого и не так заметно, не так видно, но в каком-то здесь месте чуть-чуть анимация будет искажаться. Ну, вернее, не в каком, а вот во всех кадрах. То есть ключи плавно-плавно влияют и на основную анимацию тоже. Просто этого не так сильно видно, потому что смещение там на пару сантиметров. Поэтому где-то здесь давайте сделаем Zero Key, чтобы вот до вот этого кадра вообще никаких изменений не происходило. Для этого мы в прошлый раз мержили все. Вот, и видите, немножко анимация изменилась. То есть до этого кадра все ок, а потом уже после этого начинается вот резкие движения локтем, да, вперед тело двигается. Но зато мы исправили момент, что вот до сюда у нас никаких изменений нет. То есть это реально оригинальная анимация. Можно эти кадры чуть-чуть двигать вперед-назад, чтобы править вот эти вот резкие движения телом. Но я, наверное, лучше поправлю это таким способом. Я просто в этом Zero кадре, вот в 733, я просто немножко ослаблю это движение. То есть вот я вижу, что сильно вперед вот с этого кадра по этот, видите, тело прям резко ускоряется. Я чуть-чуть, чтобы оно не ускорялось, я чуть-чуть его подвину вперед. Именно для тела проблем быть не должно. На самом деле, в принципе, на самом деле, мы можем, кроме ног, ну, то есть ноги мы не будем, мы на самом деле можем вот этот Zero Key даже удалить. Ничего страшного не будет. Почему? Потому что у нас тело всегда с руками летает в воздухе, и там если какое-то смещение на 5 сантиметров будет, это ничего страшного. А для ног это важно, потому что ноги у нас идут по полу, и если, например, мы здесь вот это дело не сделаем, то они будут пробуксовывать. Сейчас мы, кстати, это тоже посмотрим. Так, еще мне не очень нравится вот этот локоть. Но, да, он как бы просится, чтобы его немножко опустили. Давайте его немножко буквально опустим. Значит, так. Но не сильно. Так, и задублируем эту позу сюда. Пусть так будет. Видите, у нас еще все равно происходят некоторые дрыжки оружием. Потому что когда анимация переходит с конца цикла в начало, здесь происходит резкое ускорение. Мы его можем ослабить. То есть мы можем вот в этом кадре, где он прям сильно, вот видите, дулом двигает, мы можем чуть это дуло повернуть назад. Ну и чуть-чуть выставить сюда. Смотрите, почему у нас не двигалась вот эта рука, а потому что мы на нее ключи поставили. Давайте удалим. Сейчас, возможно, она тоже не будет двигаться. Сейчас посмотрим. Да, она не двигается по той простой причине, что на ней хоть и стоит constraint, но ключи, мы уже несколько раз мержили слои, там, да, ключи как бы сейчас преобладают над constraint, потому что мы позже это сделали. Давайте удалим constraint и назначим его заново. И теперь constraint будет преобладать над ключами. И вот теперь, если будем двигать, вот теперь будет рука двигаться за нашим оружием. Смотрим, что здесь подправили. Ну, есть еще некоторые дрыжки. Давайте нашим фильтром пройдемся по этим дрыжкам. Может, я слишком сильно убрал
реакцию, поэтому так, поставим zero key и еще раз немножко подправлю. То есть это я поставил zero key, я заново все вернул в исходную позицию. И сейчас попробую опять чуть-чуть его подправить. Можно не только здесь править вот этот резкий поворот, а можно подготовить этот резкий поворот еще здесь. Например, мы можем здесь наоборот в эту сторону выгнать, да? И будет вот рука по какому-то вот такому ускорению двигаться. Но оно выглядит некрасиво, поэтому, скорее всего, лучше это здесь, это дело ослабить. Уже найти место, где оно заработает именно так, чтобы было нормально. Да, вот тут есть дрыжок. Сейчас мы его тоже поправим. Ну, окей. Сейчас, я думаю, мы можем пройтись скриптом, поэтому давайте пока что не будем мержить. Давайте сейчас... Давайте, знаете, что сейчас сделаем? Посмотрим, как наш персонаж... Ну, окей, давайте вначале смержим все, а потом посмотрим, как наш персонаж ходит не на одном месте, не с пробуксовками, а именно вперед. И есть ли какие-либо проблемы при этом с ходьбой? Не проскальзывают ли ноги? Потому что это тоже может быть. То есть сейчас мы выделим все контролы, относящиеся к перемещению. Создадим еще раз еще один слой. И, кстати, да, забыл. Давайте поправим этот момент, где у нас происходит дрыжок кисти. Еще раз сверху посмотрим на него. Мы просто сейчас вот это вот место, вот это вот дергающееся, да, вот оно. Вот. Мы его сейчас просто сгладим. Можно даже посмотреть, где это место. Ну вот, скорее всего, вот резкий переход по этим осям и дает такой результат. Давайте просто пройдемся скриптом. Значит, раз, два. Пока что 2 раза. Давайте посмотрим. Но мне все равно не нравится, конечно, как он резко очень двигает вперед. Я все же хочу после сглаживания еще раз добавить слой. Опять здесь сделать zero key. И вот это немножко это дело еще ослабить. Так, давайте сдвинем немножко сюда. Еще раз попробую здесь немножко добавить. Я хочу сделать так, чтобы вот это ускорение, оно начиналось еще в конце нашего цикла. Чтобы оно не чувствовался эффект, как будто вот ничего-ничего, а потом бац, и резко двигается. Но сейчас это пока не очень хорошо получается. Здесь ослабим, там чуть добавили. Ну вот. Смотрите, еще такой момент. Когда мы завершаем и начинаем цикл, у нас движение, давайте вот я сейчас смержу и объясню. У нас движение, наверное, не буду смержить, я вначале покажу. У нас движения должны идти с одинаковой скоростью. То есть здесь вот не должно никаких быть замедлений. Вот сейчас на данном этапе тангенсы, видите, идут с замедлением, а здесь наоборот, из замедления идут в ускорение. Вот такого быть не должно. Почему? Потому что это у нас цикл. То есть у нас в таком случае будет просто в конце цикла немножко рука притормаживать, а потом опять разгоняться. И будет заметен дрыжок. Ну вот сейчас он виден как раз. Вот, такой как ступенечка какая-то. Поэтому мы делаем
для таких моментов, где мы хотим ускоряться и разгоняться там в месте, где начинается цикл, мы должны делать тангенсы. Вот именно такие. Я сейчас покажу это после сглаживания на примере именно base слоя. Почему это нужно делать? У нас сейчас довольно много ключей, поэтому приходится иногда ждать, пока оно все смержится. Значит, ну, например, давайте посмотрим это на примере вот оси Y. То есть вот это наш цикл, да? Вот, к примеру, цикл идет по ниспадающей вниз, то есть куда-то там поворачивается. Если подвигать, вот куда-то рука поворачивается, да? Потом идет, потом вот здесь он останавливается и начинает возрастать. То есть скорость начинает возрастать в другую сторону. Соответственно, вот здесь у нас должно идти продолжение. То есть вы как бы смотрите только вот этот серый участок. Туда вы не смотрите, как будто здесь вообще ничего и нету. Цикл здесь заканчивается, переходит сюда. То есть, видите, даже кривая, вот именно вот эти ключи, они находятся на одном уровне. У них одни и те же значения. Потому что эти у нас кадры, они одинаковые. Соответственно, у нас идет скорость вниз, потом скорость идет обратно, возрастает. То есть, как бы пушка поворачивается в обратном направлении, это обратное направление. И дальше вот скорость возрастает, и угол наклона вот этой кривой должно продолжаться здесь. То есть здесь сейчас, видите, вот угол наклона здесь такой, а потом здесь бац, и резко переходит в плавное. Соответственно, здесь будет дрыжок. Поэтому вот такие места нужно править, нужно удалять. Здесь делать тангенс. Можно здесь тоже там часть удалить, или даже не все ключи, а вот эти удалить, а этим немножко подправить нашу скорость, чтобы вот здесь по скорости и по углу наклона совпадало как здесь. И тогда в таком случае у нас не будет при переходе резкого какого-то дрыжка. Можем то же самое посмотреть в других местах. Ну вот здесь, например, это уже и так видно. То есть здесь у нас заканчивается цикл, и он продолжается на той же скорости. Можно даже вот тут удалить, тоже поставить жесткий тангенс, и даже мы как чуть-чуть улучшим это все дело. Ну и rotate Z. Тоже здесь у нас точно так же раз, а здесь небольшая у нас оплошность. Мы ее можем поправить вот таким способом. И это, конечно же, нужно делать не только для ротейтов, но и для транслейтов тоже. То есть таким образом мы в цикле нашем делаем плавность движения. Ну, вот здесь это не очень хорошо, но ок, пусть будет. Оно приблизительно похоже по скорости, особенно если вот так сделать. Пусть так уже останется. Здесь не очень. Здесь у нас идет вот здесь хорошее такое ускорение, да? Ну, скорость набирает хорошую, а потом дальше плавно. Поэтому немножко нужно эту кривую опустить, чтобы сравнялись наши скорости. Да, конечно же, таким образом мы там что-то поворачиваем, перемещаем, но нам сейчас важно сделать красивый цикл. Ну, здесь, я думаю, нормально оставим. И вот теперь, если посмотреть, видите, в месте, где цикл заканчивается и начинается, у нас движется плавно. Да, у нас есть некие проблемы, вот в живот здесь проходит, но это мы можем сейчас исправить с помощью слоя. Поставим, значит, где у нас там начинает проходить живот? Вот здесь нормально, а вот тут уже пошел проходить. Значит, вот здесь ставим zero key, здесь он проходит, значит, это апогей. Ставим тоже zero key, ну, это мы намечаем себе места, где мы будем сейчас править. И вот он где-то здесь выходит. Соответственно, вот в этом кадре, где мы себе наметили, выдвигаем его и смотрим. Вот чуть-чуть еще осталась эта ситуация, но она осталась вот здесь в конце. Поэтому здесь тоже я ставлю zero key, а здесь сейчас попробую поправить. И надеюсь, это нам не испортит цикл, потому что, видите, я поправил, но теперь он начинает гулять. То есть происходят некрасивые моменты. Это потом... Эти сложности возникают из-за того, что мы как бы влезли в оригинальные движения. То есть мы сами нарушили идиллию. И теперь нужно из нее выпутываться своими силами. То есть, по сути, силами аниматора.
Ну, вот как раз вот этот момент, что я начал разгонять наше оружие, вот он сыграл с нами злую шутку. Сейчас придется этот момент немножко править, может даже чуть ли не в каждом кадре. Но добиваться такого, чтобы работало красиво. Вот есть еще проблемы с животом, но уже меньше. Уже во всяком случае плавность хода видно. Так, как мы еще можем это поправить? Значит, я не рекомендую такое делать, но можно создать еще один слой. Бывали ситуации, когда создание больше двух слоев приводило к крэшу или майе, или каким-то еще проблемам. Я практически никогда не пользуюсь третьим слоем, но в данном случае мы можем слегка выдвинуть, ну вот это надо удалить, слегка подвинуть вперед всю нашу анимацию, то есть теперь он просто не будет пролазить в живот, потому что мы верхним слоем просто подвинули всю эту анимацию, да, и также добавить еще можно кое-каких моментов, для там красивостей. То есть красивости в плане хвата. Все анимации, конечно же, остаются те же, но вот у нас будет немножко другой хват. Чуть-чуть подниму, чтобы здесь оружие не провисало. Вот как-то так. Теперь я советую все это смержить. И сейчас посмотрим, как выглядит наш цикл. Значит, как я еще говорил, нам нужно этот цикл проверить в движении. Ну, не на одном месте, а именно в движении. Опять выделяем все наши контролы, отвечающие за перемещение. То есть этого достаточно здесь constraint. И полвектора тоже. Полвектора для того, чтобы не было такого, что, видите, мы обгоняем полвектора, и колени будут выворачиваться. Поэтому, конечно же, полвектора тоже влияют. И все, и создаем слой. Сразу ставлю zero key, то есть это должно быть на автомате. И всю анимацию, значит, здесь у нас это будет стартовая позиция, всю анимацию в последнем кадре сдвигаю вперед. Конечно же, используя тангенсы, вот эти, линейные. Ну, чтобы опять не было вот таких плаваний влево-вправо. И давайте посмотрим. Да, сдвинул мало, поэтому буксует. Соответственно, сдвигаем еще. Все равно буксует. И еще. Еще чуть буксует. Значит, еще надо. И пока до того состояния, пока ноги не начнут, перестанут буксовать и не начнут нормально наступать на пол. Ну и, в принципе, теперь мы можем видеть какие-то проблемы, которые вот именно могут сопровождать наш анимационный цикл. Можно для наглядности сделаем так. Сгладим. Вот. И теперь чуть лучше будет видно какие-то проблемы. Ну, по сути, типа мы текстуру добавили. Ну, проблем, понятное дело, много. Мы же сейчас не занимаемся идеальной чисткой макапа. Тут проблем много. Мы сейчас говорим больше о технической составляющей. Ну вот, например, да, нога там немножко, по-моему, буксует левая или проваливается. Вот, когда мы ей двигаем, она там то утопает. Это тоже можно поправить на самом деле. Да прям даже на этом слое. Вот с этого момента она немножко в бок уходит. Соответственно, можно ее вернуть. И все. И теперь смотрим, она немножко плавает теперь туда-сюда. Вот. Там, где она плавает, успокаиваем ее. Не даем. Не даем такого эффекта. Образовываться такому эффекту. Ну и с правой ногой тоже.
есть небольшая проблема, то есть плавает это из-за того, что мы в этом месте, помните, с 733 по 742 мы здесь zero key меняли, делали цикл, поэтому просто вот нога как раз и плывет в том месте, где мы это сделали. Чтобы она не плыла, то есть чтобы не было такой ситуации, сейчас это поправим. Значит, как это делается? Если мы сейчас просто вот как бы сдвинем ногу, да, то есть, например, вот так и вот так, что получится? Вроде вот как бы все пофиксилось, да? Ну, практически тут немножко в конце, но допустим. Сейчас покажу. Тоже здесь чуть подфикшим. И покажу, как это правильно дальше завершать. Вот, вроде как бы выглядит, что все пофикшено, но немножко нет. Объясню почему. Вы нарушили идиллию тем, что подвинули вот в этом кадре, то есть вы сделали некие телодвижения, то есть вы подвинули ногу, но нога же теперь и здесь тоже она как-то там двигается, соответственно, в этом месте она будет буксовать. Поэтому мы должны такие движения делать только в тот момент, когда нога летит по воздуху. Потому что когда летит по воздуху, все равно сдвинут ее на 5 сантиметров влево, вправо, ей все равно. Поэтому мы вот с 733 кадра приблизительно пофиксили вот эту вот пробуксовку, да, которая у нас была. Ну, почти ее убрали в ноль. Ее практически незаметно уже. Но теперь до 733, сейчас покажу. До 733 у нас теперь появятся некие пробуксовки. Поэтому, конечно же, нам нужно их тоже пофиксить. То есть вот на протяжении того момента, где нога стоит на полу, могут быть еще какие-то пробуксовки. Ну вот они там чуть-чуть наблюдаются. Буквально чуть-чуть, потому что на всем протяжении анимации это мы чуть-чуть правили, это слабо заметно, но заметно. Но бывает и намного сильнее, конечно же. Для красоты это нужно будет поправить. Вот чуть-чуть она еще в бок уезжает. Так, не в ту сторону. И еще. Раз. И чуть вперед. Вот. И только теперь, вот где в воздухе нога, здесь, конечно, мы можем где-нибудь здесь ставить zero key. То есть здесь уже нам будет вообще все равно, что она там в воздухе будет себе делать. Так, еще мы видим здесь некие пробуксовки. Так, давайте сдвинем немножко ключи. Наверное, вот сюда. Не, это сильно. Не будем это делать. Давайте уже попробуем исправить эту ситуацию, чтобы не было вот этой вот проскальзывания. Значит, так. И так. То есть иногда приходится, да, даже такими методами добиваться, чтобы анимация была красивая. Да, оно не идеально сейчас, но уже лучше, чем было раньше. Нога немножко пролазит в пол. Вот. Так чуть-чуть получше. Значит, опять смотрим, как я уже вас учил. Проверяем, чтобы у нас... не, по поводу этого в циклах проверять не надо. Ну, в общем, теперь давайте все это дело смержим. И теперь я покажу, что делается с этим циклом дальше. То есть, куда потом этот цикл вообще девать. То есть, зачем мы все это делаем. Есть для работы с движками очень распространенный и известный формат FBX. Давайте я отображу кости. FBX это бинарный формат, ну, в современном его виде. И он может содержать разную информацию. Но в основном он переносит это модели, mesh, анимация,
кривые нерпсовые. Вот. Поэтому его часто используют для того, чтобы вставлять в движки. И сразу вам скажу, когда мы анимацию вставляем в движок, конечно же анимация, но это, конечно, по требованию уже заказчика, но анимация, она должна быть, она именно должна идти, то есть человек должен идти на месте, он не должен двигаться вот как сейчас вперед. Хотя такое тоже бывает. И давайте заэкспортим эту анимацию в FBX. Первое, что нам нужно сделать, это создать root кость. Я сразу вам скажу, эта root кость, она должна быть у нас в нулевых координатах. Вот здесь. И это нужно было делать еще на моменте создания, скажем, всего рига. То есть, что это такое? Это рутовая кость, то есть ее, как правило, называют root. И вот она в движке будет показывать вашему сотруднику, коллеге, да, в каком месте, это грубо говоря, в каком месте сцены находится ваш персонаж. То есть это как бы центр сцены, а это то, в каком месте он там будет идти. То есть у него может быть расстояние вообще километр от этой точки. Вот, и дальше, значит, нашим следующим этапом будет это bake. То есть выделяем все кривые, и мы сейчас будем запекать ключи. Baking. Bake Simulation. Значит, запекли. Теперь пройдемся по ним Euler фильтром. Не забывайте, делайте это всегда, иначе в движке будут глюки. Вот. И после этого мы можем удалять весь наш риг. То есть все, что мы вот это сделали, можно удалять, кроме костей и скелета. Делается это так. Заходим в Edit, Delete All by Type. И здесь есть такие интересные вещи. Это если мы, допустим, нажмем констрейны, то удалятся, вот я сейчас открою outliner, удалятся все констрейны, которые в сцене присутствуют. То есть автоматически нам не нужно будет, сейчас пытаюсь найти констрейны, не нужно будет заходить, искать их, удалять вручную. Мы просто нажимаем, все констрейны удалились. Теперь как handle нажмем, все как handle удалились. Для чего это делается? Для того, чтобы в движок не пошел разный мусор. Нам в движке нужно только кости и mesh. Также не забываем, нужно удалить кривые. То есть для кривых здесь нету этой команды, поэтому просто придется вот так выделить все кривые и нажать Delete. Вот. И теперь после всего этого не забываем делать файл Optimize Scene Size. Это удаление разного рода мусора, который накапливается в сцене. И тоже нашу подложку. Вот. Теперь, видите, у нас сцена чистая. То есть вот у нас только иерархия костей и сам персонаж. Даже вот эту штуку удаляем. Мы ее, насколько вы помните, мы ее просто добавляли для наглядности. Значит, вот цикл нашего персонажа. Он у нас идет в цикле, да. И все. И теперь после этого мы выделяем все это. Ну, выделять тоже, конечно, надо только тогда, когда мы используем Export Selection. Можно Export All. Но я так делаю, чтобы лишний мусор не попадал. Нажимаем Export Selection и выбираем здесь файл FBX. И набираем ему имя. Все. Export Selection. Сохраняем. Все. Ваша анимация, которую вы сделали и почистили, заэкспорчена. Теперь, если я, например, закрою эту сцену и захочу открыть, заимпортить, то я могу нажать файл импорт, выбрать нашу анимацию, нажать импорт, и она подгрузится, как будто подгрузилась в движок. То есть вот наша анимация. Значит, вашим домашним заданием будет сделать подобный рода цикл. Успехов!